V века до нашей эры. От египетской царицы Клеопатры до недавно скончавшейся английской королевы Елизаветы II история полна именами великих женщин-правителей, которые оставили заметный след в истории. Ну попытайтесь вспомнить хотя бы одно имя женщины на троне до Клеопатры. Пишите, кстати, об этом в комментариях. Но кто из женщин был первой в истории человечества царицей? Это имя находится в знаменитом шумерском Непурском царском списке, список царей Шумера и Аккада, где в списке второй династии Киша 24-23 веков до нашей эры имя Кубаба открывает этот список, и она считается родоначальницей второй и третьей династии Киша. В этом списке она носит эпитет «женщина-трактирщица», укрепившая основы Киша. Согласно царскому списку, Кубаба правила в течение 100 лет, и следующий царь Киша Бузар-Суэн правил в 2347-2322 годах до нашей эры. Носит в этом списке эпитет сын Кубабы. Третий правитель этой династии был ее внуком. Как трактирщица Кубаба стала царицей города-государства Киш. Согласно шумерским текстам и Непурскому царскому списку, почти до конца 4-го тысячелетия до нашей эры городами государства Шумера правили исключительно анунаки, а затем дети анунаков от земных женщин, как, например, легендарный Гильгамеш. Чтобы понять, как и почему женщина не царского рода стала царицей, нам придется обратиться к шумерским текстам версии Захара Ситча и его потерянной книги Энки. Все, что касается лично Кубабы, никак не связано с книгами Ситча. Он о Кубабе в своих книгах ничего не писал, насколько я сейчас помню. Согласно в этой книге Ситча, где-то между 3100 годами до нашей эры, во время второго пребывания на земле Анно, царя Нибура, отца Энлиля и Энки, было решено готовить Шумер к высшим должностям в архе анунаков, в том числе находить достойных и для воцарения в городах-государствах. Тогда же лидеры анунаков приняли решение построить для шумеров новый город, где с самого начала правили бы сами шумеры. Таким городом и стал Киш, основанный в конце 4-го тысячелетия до нашей эры. Его первым царем был легендарный Этана. Затем в первой четверти 3-го тысячелетия до нашей эры сыновья и внуки лидеров анунаков, прежде всего Мардук и сын Энки, и Нанна, внучка Энлиля, потребовали некоторого передела сфер влияния, первоначально принятого во время инспекции Ану в конце 4-го тысячелетия до нашей эры. В результате передела сфер влияния городов-государства Киш достался Инанне. Как некоторые исследователи еще до того, как патроном и главным богом богини Киша стала Инанна, шумерская женщина Кубаба, владелица пивного трактира, была ее яростной поклонницей и добивалась возведения в Кише храма Инанны. По одной из версий, именно поэтому Инанна примерно в 2447 году до нашей эры и сделала Кубабу родоначальницей второй царской династии Киши и первой женщиной-царицей в известной нам письменным источником в истории человечества. Приход Кубабы к власти в Кише окутан тайной, но существует общее мнение, что она была содержательницей таверны, то может быть истолкована как барменша или связана с древнейшей женской профессией. Согласно древним шумерским текстам, город Киш был известен своим богатством, могуществом, и он сыграл значительную роль в развитии месопотамской цивилизации. Так вот, напротив приготовления и продажи пива в древней Месопотамии было весьма респектабельным занятием, существовала древняя связь между женской божественностью и алкоголем. По словам теолога Кэрол Р. Фонтейн, Кубаба считалась успешной деловой женщиной. Говорят, что она была добра, справедлива к своим клиентам, что пронесло ей репутацию доброжелательной фигуры. Со временем ее репутация возросла, и она стала почитаться как богиня. Это объясняет ее царственное восхождение, поскольку она не вступила в брак с царственным родителем и наследовала власть от него. Существует легенда, что тех правителей, которые не смогли должным образом признать бога Мардука, принося в жертву рыбу храму Эсагил, ждал несчастливый конец. Сообщается, что Кубаба накормил рыбака, взамен попросил ее пожертвовать свой улов храму Эсагила. Ответная благословность Мардука неудивительна. «Пусть будет так», — сказал бог с этими словами. Он доверил Кубабе хозяйке таверн и власть над всем миром. Некоторые источники предполагают, что она была членом правящей династии Киши, и что она унаследовала трон от своего отца. Другие предполагают, что она была простолюдинкой.
которая пришла к власти благодаря своим собственным способностям и харизме. Как бы то ни было, ясно, что Кубаба была грозным лидером, останавливавшим неизгладимым след в Кише. А как же влияние Инанны и ее храм в Кише? Одним из наиболее значительных достижений Кубабы было строительство храма, посвященного богине Инанне. Этот храм находился в самом сердце Киши и был одним из самых важных религиозных объектов в регионе. Считается, что Кубаба была преданной поклонницей Инанны, и храм был отражением ее религиозных убеждений и ценностей. В дополнение к своим религиозным проектам Кубаба была также военным лидером, который руководил мощной армией. Говорят, что она расширяла территорию Киши с помощью серии военных кампаний, которые помогли Кишу стать крупной державой в регионе. Военная доблесть Кубабы была важным фактором ее правления, и это помогло ей обеспечить ее дальнейшее господство над Кишем. Почему ее правление закончилось? Кубаба столкнулась с оппозицией со стороны конкурирующих городов-государств внутри самого Киши. Некоторые говорят, что она была свергнута своими собственными подданными, и в то время как другие более доброжелательные источники указывают, что она отреклась от трона и удалилась на покой. Несмотря на некоторые сомнительные исторические неточности, ясно, что само восхождение Кубабы на трон не что иное, как легенда. Это само по себе открыто бросило вызов политической гегемонии мужчины как короля, поскольку Кубаба с легкостью взяла на себя обязанности мужчины и превзошла себя в этом отношении. Преодолев гендерные различия, она разрушила естественный порядок вещей. Изучение ее становится неотъемлемой частью понимания одной из первых цивилизаций в мире. Через тысячелетия после ее смерти Кубабу обожествляли и поклонялись как неохетской богине и предполагали, что именно ее местные реинкарнации захватили власть в империях пояса Леванта. Это само по себе является четким свидетельством ее силы и влияния. В заключение напомню, что в переводе с шумерского Кубаба означает «светлая баба». Если кому-то понравился ролик, прошу вас подписаться, поставить лайк. Если есть кому-то что-то добавить, пишите в комментариях. Всего хорошего!